Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Мы по-прежнему Татьяна и Алексей. Сейчас у нас май месяц, а точнее 4 мая 2023 года. И, конечно, вы спросите, возможно, какая сейчас погода. Тема сегодняшнего нашего ролика: мы хотим вам рассказать, какая сегодня у нас Испания, наше побережье Коста-Бланка. Вы видите, каким пышным, бурным цветом цветут у нас это олеандры, по-моему, цветы. Сегодня мы вам покажем, пройдемся, покажем, что у нас цветет, какая у нас погода. 24 градуса, кстати, 24-25 градусов сегодня. Ну и если посмотреть погоду, то у нас и завтра 24, и послезавтра 24 всю неделю. Только лишь в воскресенье у нас гроза обещана. Недавно у нас была гроза с дождиком, но это было очень коротко. И, в принципе, этот апрель у нас очень сухой. Об этом и говорят, что там 60 или 90 дней дождей не было. Апрель у нас очень теплый, жаркий, но, тем не менее, все цветет и пахнет. Все зеленеет. Ну, давайте прогуляемся с вами по нашим улочкам Ориуэла Коста. А вот это, друзья, у нас растения, которые увивают очень многие заборы разных урбанизаций у нас здесь. Они, вот эти растения, цветут круглый год. Я не знаю их названия, вы, наверное, напишите. У нас знатоков очень много на канале. И зимой, и летом, и весной. Но сейчас особо пышно они цветут. Просто, пышные такие красивые заросли, желтые, красные. Там малиновые, всякие разные. А зимой они тоже есть, видите, то есть вот они осыпаются, их садовники подрезают регулярно, но, тем не менее, в общем, они нас радуют круглый год. Это очень приятно, очень красиво, а сейчас просто пышные такие заборы. Смотрите, какая красота. Правда же красиво? Ну, пойдемте еще пройдемся, посмотрим, что у нас цветет еще. Кстати, сейчас у нас еще период цветения кактусов. Вот сейчас вам Алексей покажет бутончики красивые. Это не только, вот мы сейчас у дороги увидели, а вообще сегодня встречали в других местах. Они дикорастущие такие, растут у дорог, растут на разных газонах и тоже собираются цвести. Я думаю, это будет красота. А вот мы шли, друзья, вот домик продается, недвижимость, пожалуйста. Вот спрашивали нас, продают, покупают. Вот, пожалуйста, прекрасное, с садиком. Видимо, такое вот жилье. Сколько стоит, не знаем. Во всяком случае, вот можно купить все, что кто хочет. Котик, привет. Котики пугливые здесь, это вам не Турция. Почему-то они опасаются. И что мы еще хотели сказать? Уже в этом году мы распечатали, можно сказать, плавательный сезон. Мы уже с Алексеем поплавали в бассейне, и Станиславчик тоже. Вода, в принципе, достаточно теплая. Многие плавают уже, очень много туристов. Туристы из разных совершенно стран. Ну и мы, постоянно здесь живущие, тоже плавают. Многие люди в бассейне, утренние какие-то плавания и так далее. Особенно, когда светит солнце. А так как у нас в этом году, в апреле и вот в начале мая очень много солнца, поэтому люди действительно отдыхают у бассейнов, отдыхают на берегу моря. Люди плавают. Водичка, в принципе, наверное, в море попрохладнее, чем в бассейне. Ну, я сегодня видел в Тревехе очень много народу, моржей, там человек 8 купались и довольно долго находились в воде. Так что вот лично у нас, в нашей семье, плавательный сезон уже открылся. Это не значит, что мы сидим все время у бассейна. Мы занимаемся своими делами, у нас есть и работа, и учеба. Работа, я имею в виду, и быт. Но мы уделяем время, конечно, и спортивной части. То есть мы осваиваем здесь многие разные вещи, изучаем язык потихонечку. Да, изучаем местную медицину. Так уж получается в жизни, это жизнь все-таки. Ну и мы, конечно же, изучаем не только достопримечательности, но и смотрим иногда за природой, за погодой, показываем вам. А природа очень красивая. Сейчас мы пройдем, вот тут тоже цветут разные красивые растения. Друзья, я в очках. Уж извините, солнышко, оно такое, не хочется бежать к окулисту. Даже вроде как будто солнышка нет, а на самом деле действительно ярко глазам. Все-таки врачи рекомендуют глаза немножечко поберечь. Это тоже очень интересное растение, тоже знатоки нам писали, но я, к сожалению, забыла, как называется. Вот такая красота, такой медонос. Очень много пчелок обычно бывает. Вот для любителей живой природы, наверное, будет очень интересно посмотреть.
Причем такая расцветка в виде испанского, наверное, да, такого немножечко, испанского флага. Да, кстати, цветы разноцветные. Кстати, друзья, совсем недавно прочитал некоторые СМИ, опубликовали, что в Испании проблема будет с оливковым маслом, что будет неурожай из-за засухи и так далее. Но такую прессу читать в мае месяце, когда оливковые деревья только начинают цвести, и рассказывать, будет ли урожай или нет, это, по-моему, просто какая-то утка. И, Так кстати, что... они очень активно цветут, ну, как обычно, собственно говоря, оливковые деревья. И Ну, я конечно, не скажу, что и- прямо... И Испания все-таки в разных регионах находится, климатически в том числе, потому что север, юг отличается очень серьезно. И когда мы года 2 уже, наверное, назад, когда мы проезжали Экстремадуру, и там оливковые поля были просто перенасыщены оливками, и никаких, по-моему, проблем с маслом не было. Ну и вообще у них поля засажены сейчас. Вы знаете, то есть все культуры, как, например, артишоки, они сейчас поспели, их должны собирать. Вот мы приезжаем на каких-то полях. Также есть какие-то другие культуры, которые выращивают. Я не знаю, перцы, томаты и Картошка так далее. цветет. Картошка, да. Но пока что как что-то с искусственным поливом есть, конечно же. Что-то в парничках, может быть. Но пока мы еще не ощутили то, что вот прямо все засохло и так далее. Все-таки есть какие-то водоемы для искусственного полива. И вода там собиралась, может быть, меньше в этом году, в апреле месяце. Но, тем не менее, пока у нас в магазинах Сейчас, продукты сейчас. есть. Цветочки. В магазинах фрукты, овощи есть, и, соответственно, на рынке тоже мы показываем вам всегда рыночек, и, может быть, и в это воскресенье съездим. Но, во всяком случае, мы не видели, что там какие-то дефициты или резкое подорожание цены на те или иные продукты. А лимоны, как обычно, все продолжают расти. И желтенькие, и уже зеленые пошли, и вот еще совсем маленькие. Не переставая. Ну, вообще хочу сказать, что цитрусовые вот в нашем регионе здесь, да, их достаточное количество. И апельсины растут, и лимоны, и мандарины. И мы вам уже не раз показывали, кто постоянно смотрит наш канал. Здесь есть целые поля, поэтому никакого дефицита цитрусовых нет. Они чуть подорожали, я согласна, сейчас на рынке, потому что, в принципе, наверное, основной сезон, да, немножечко отошел, как бы вот слой цитрусовых, можно так сказать. И то, что стоило 5 килограмм, например, 3 евро, сейчас 5 килограмм мы видели 5 евро, но цены постоянно меняются. Можно прийти на рынок, и будет цена ниже. То есть все очень индивидуально. Такого вот прям нету, что подорожало и уже не снижается. Соответственно, продавцы всегда цену повышают на рынке, снижают. В общем, это рыночные отношения, это нормально. Интересные елочки такие, издалека смотришь, такое ощущение, как будто у них резкость не навелась по краям. Ну да, что-то есть такое. Такие вот слегка растушеванные. Мы сейчас идем с Татьяной и думаем, что сейчас, наверное, для отдыха самое время именно здесь, потому Здесь, что да. температура 25, днем может быть, конечно, повышаться там до 27. Нет сильной жары, нет влажности, друзья, такой, как может быть в июле или в августе. Ну, я знаю, что многие наши знакомые, ну, некоторые наши знакомые улетают сейчас на Бали. Есть те, которые собираются в Таиланд. Но везде свои плюсы и минусы. Там, конечно, можно купаться, там может быть вода как парное молоко сейчас. Но зато у нас нет сезона дождей сейчас, и у нас нет большой влажности. Я понимаю трудности, конечно, попасть сейчас в Испанию, но при всем при этом она остается такой же привлекательной, интересной, туристически привлекательной и приятной для отдыха. А туристы сейчас действительно есть, только они немножко, может быть, поменялся спектр такой, ну не спектр, а вот именно градиент туризма, то есть меньше туристов из Российской Федерации, это понятно, но зато очень много туристов из Финляндии, из Ирландии есть туристы, из Германии, да. из Бельгии, вот
просто очень много сейчас туристов приехало из Бельгии. Кстати, бельгийцы покупают активно жилье, что тоже сейчас хотела вам сказать. Опять-таки есть шведы, есть Норвегии, есть французы. То, что туризм, может быть, как-то просел или кто-то ожидал, что здесь вот все прям в Испании все рухнет, ничего такого не произошло. Это объективная информация наша, то, что мы видим. Мы видим, что туризм есть, людей очень много, на дорогах очень много машин. Соответственно, аренда жилья идет очень активная, поднялась аренда на жилье, стоимость аренды на жилье. И очень-очень активно началось строительство, мы об этом уже говорили. Дома строятся, стройки есть, ну, соответственно, и люди покупают квартиры, потому что ценник, он не маленький. Ценник достаточно большой, стартовая цена тоже очень большая у недвижимости. Ну, вот. стартовая даже поднялась. Да, поэтому прилично. я хочу сказать, что при всех там прелестях отдыха в других странах, но Испания все равно остается у нас любимой страной, хорошей страной, привлекательной для отдыха, чему свидетельствует большое количество туристов. Кстати, друзья, вот сейчас еще идем, мы рассуждаем. Решили с вами поделиться. Мы совсем недавно вот были в Торревьехе на набережной и в Картахене. То есть кругом идет строительство. Делают, восстанавливают дорогу, восстанавливают то, что в Торревьехе порт, всю вот эту территорию, которая была такая заброшенная, можно сказать, там строят какой-то там туристический центр. В Картахене сделали набережную. Да, в Картахене очень красивая набережная, они делали всю зиму, по-моему, осень, зиму, и сейчас вот там какие-то достройки, доделки, очень красивые разные, ну, очень интересные вещи, короче, делают в Картахене. Аликанте тоже восстанавливали свою набережную в районе порта. Я не знаю, сделали или нет, пишите, аликантийцы. Я знаю, что вы нас смотрите, вам привет, и напишите, как у вас там с набережной. Можно уже ехать гулять туда. Торревьеха, вот мы туда ездим тоже, я езжу в физиотерапевтическую клинику центра, и мы видим, что на многих улицах действительно строят какие-то новые дома, что-то восстанавливают, сносят. В общем, движение по строительству также есть такое, вы знаете, восстановительное. То есть, видимо, поступают какие-то средства, и каждый муниципалитет что-то строит. А мы находимся, кстати, около цветов, которые олеандры называются, если я не путаю. И, кстати, друзья, не надо их рвать в букеты, мы уже говорили, ставить в воду, там рвать букеты. Надо любоваться вот так, потому что они ядовитые на самом деле. Для тех, кто только приезжает, вот сразу могу сказать, что ими хорошо любоваться, когда они вот так растут. В природе, да. В природе. Это не букетные совершенно цветы или там кустарники. Они ядовитые. Поэтому вообще очень красиво. Их подрезают здесь, в Испании. Пусть это делают, может быть, медленно, кто-то скажет, да, испанцы медленно, вот эти вот озеленители работают, но все равно очень красивенько подрезают, у нас красивые изгороди, вдоль дорог где-то что-то восстанавливают. Смотрите, какая красота. Просто красиво. Такие пышные, а это всего лишь май месяц. Май месяц. Вот вы видите, что облака у нас сегодня, но при этом достаточно тепло, действительно. Хорошая погода, правда, Алексей? Отличная погода. Мы, конечно, не нахваливаем, но объективно рассказываем. Главное, что тепло и комфортно просто находиться, гулять. Многие сейчас катаются на велосипедах, многие просто, кстати, занимаются ходьбой, скажем так. Кто-то идет в горы, очень много людей. Вот мы, когда посещали горные вот эти хребты, очень много народу гуляет, именно занимается пешим таким. Ну и спортивные мероприятия у них все время проходят. Вот наши знакомые рассказывали, что в районе Картахены был забег в прошлые, по-моему, выходные, да, то есть по фортам там был забег, участвовало очень много участников, извините за тавтологию. Регулярно проходит и гонка вот эта Вуэлта, по-моему, она уже закончилась, да? Нет, еще продолжается. Еще продолжается этапы, да. Гонка, велогонка, поэтому здесь достаточно много у нас спортивных мероприятий, и вот сейчас проходят разные мероприятия, да, как я уже сказала. Ну и концерты, опять-таки, они есть разных звезд, разные представления. В конце мая будут очередные симфонические оркестры гастролировать по нашему побережью. Так что жизнь, она такая активная, а вот с той стороны у нас трасса Н-332, и за ней находится наше любимое море, Средиземное морюшко. В Испании, друзья, кстати, есть очень много таких вот дорожек для вело и для пешеходной ходьбы, такой спортивной.
Вот вдоль дороги, например, у нас такая есть пешеходная, велопешеходная дорожка. И, кстати, да, здесь очень классно ходить. Минимум 10 тысяч шагов для здоровья. И Ежедневно. для хорошего образа жизни, для хорошего вида внешнего. И, кстати, очень многие пользуются этим, и эти дорожки, они даже переходят из одного городка в другой, и можно таким образом перемещаться. Особенно, когда вы ездите на велике, ну, не нужно искать маршрут, то есть там, где, как вы выехали на эту дорогу, едете, все знаки показывают, куда ехать дальше, и, соответственно, можно переезжать из одного городка в другой. Ну и вот мы уже вам сказали, да, еще раз повторюсь, что сейчас самое время даже заниматься спортом. Ходьба, вело, не Чем мы и занимаемся. Да, не жарко. Можно утром, можно вечером, днем. То есть если в июле, в августе днем невозможно, нужно находиться в тени. И это уже, сложновато так. На самом деле идешь, обливаешься потом. То сейчас нормально. Но в любом случае всегда советуем удобную обувь. На всякий случай там какую-то бейсболку и водичку обязательно. Надо больше пить воды. Кстати, а мы сейчас идем, и идет такой приятный бриз с моря, запах моря такой, и такой прохладненький ветерок. Да. Очень приятно. Сейчас самое Очень такое приятно. классное А время время. у нас сейчас 19 часов, 7 часов вечера вот по Мадриду. Ну, соответственно, считайте свое время. С Санкт-Петербургом у нас сейчас час разница. Так что весна вечерок, везде. Весна вечерок. везде. Весна наступила, и у вас наступила, и у нас продолжается. Да. Ну что, друзья, мы с вами немножко прогулялись по нашему району. Показали вам погоду сегодня, природу. И напомню еще раз, что сегодня 4 мая у нас. Ну, всем удачи, добра, хорошего настроения. Как всегда, смотрите наш канал. Впереди много интересных видео, новых интересных тем. Надеюсь, что вам что-то из этого понравится и будет полезно. Обязательно ставьте лайки, поддерживайте наш канал своими лайками. Пишите свои комментарии, вопросики. И увидимся вновь в следующих наших роликах. Адьос, амигос. Пока-пока. До встречи, друзья. Позитива, добра, друзья. Адьос. Чао.